Ребята, огромный привет! Всех приветствую на своем канале. Перед вами вот такой прекрасный детеныш агрегатум. Дендробиум линдли. Тот, которого я привезла из Дрездена. Слушайте, висел у меня на этом блоке. Начался рост корней в разные стороны. Корни начали выходить отовсюду. В общем, решила я его в горшок пересадить. Насмотрелась видео, и теперь у меня такая дилемма. Как же мне его в тот горшок засунуть? Он типичный прям блочник. Вот как его? На горшок вот так положить не вопрос. Вернее, не вариант. Вот так его расположить. В общем, я здесь кручу-верчу, запутать хочу. Эти бульбы мешают. В общем, какой-то такой вариант получается странный. Я сейчас буду пытаться его зафиксировать. Я даже, девочки и мальчики, не представляю, что из этого выйдет. Что-то же должно у нас получиться. А вот, нашла положение. Получается, одна бульба вниз смотрит. Посмотрим. Наверное, сюда будет расти. Если будет расти. У меня вот такая галтованная кора. Ой, буду садить его в галтованную кору и немножко добавлю мха. Частично обрезала старые корни. Не хочу потрошить его, эту семью дружную, которая у него там образовалась. Думала, что распадется на несколько растений. Нет. В общем, зафиксирую его в этом горшочке при помощи больших кусочков коры. Видите? Чтобы он вот так прям стоял. Вы знаете, это, конечно, не так просто, как кажется, потому что он постоянно вращается. Содержать на блоке в моих условиях проблематично. Я не могу понять, когда он пересыхает, когда он добивает. Судя по бульбам, бульбы не сдутые. Немножко он подзагорел. Видите, на солнечной стороне подзагорел. Бульбы загорели. Есть рост новых бульб. Я очень надеюсь, что в этом небольшом горшочке он уживется и порадует нас когда-нибудь своим активным ростом и цветением. Не хочу ничего лишнего ему добавлять в горшочек, только кусочки коры крупной фракции. Боюсь его залить, но также боюсь его не долить. В общем, ребята, немножко его мха проложу, так чуть-чуть, частично вот здесь, чтобы он помнил, что в принципе, чтобы он понимал, что ничего не изменилось. В общем, стараюсь. Вот нашла положение в горшке. Конечно, понимаю, что это не идеальное положение. Часть корней вот и кулига прям летит над субстратом. Но я не знаю, как его по-другому. Если его уложить... Ой, ребят, не знаю. В общем, пробую вот такой вариант его размещения. Что скажете? Пишите в комментариях. Надеюсь, что он начнет сюда расти ближе. Вот в эту сторону. Как-то он высоковато получается над горшочком. Имитация блока. Надеюсь, что корни пойдут туда вниз. Очень на это надеюсь. Делаю такую рыхлую посадку. Здесь еще бульба. Вот здесь, видите, вот она. Она туда вниз смотрит. Бульба уже старая. Как старая относительно, но уже без листа. Буду стараться, чтобы она не касалась субстрата. Вроде как не совсем хорошо, но держится. Можно будет прикрепить его какой-то палочкой. Никогда не думала, что пересадка орхидеи с блока будет такой непростой. Я очень надеюсь, что
он нарастит корней, и корни войдут в субстрат и там освоятся. Хотя очень-очень крупные фракции выбраны мною коры. Двойной горшок. Вот так это выглядит. Видите? Но ничего другого я не могу придумать для него. Кроме блока и вот такого расположения, моя фантазия больше, ну, ничего не могу придумать, ребят. Вот эти корни, прямо они вот так вот остались в воздухе. Посмотрим, будут ли они входить в субстрат. Видите, вот активные кончики. Будет очень интересно пронаблюдать. Ему нужно много света. Так, ну вроде, ага, немного болтается. Я думаю, что с этой стороны надо тоже пару коринок, которые его, сейчас, ребят, немножко придержат. Вот так вот сюда. Думаю, что это будет один из неплохих вариантов его фиксации. Вот, чтобы он лег, прям сел на коринке. Так, сейчас я постараюсь выбрать что-то поприличнее. Вот. Ну вот с этой стороны это красивее выглядит. Что-то похожее на орхидею в горшочке. Как-то так. Сюда прям хочется больше и больше положить коры. Для того, чтобы корни почувствовали. Так, это слишком большие куски. Он сегодня еще влажный. Помельче кору положу. Я думаю, что через день я его просто вот так под проточной водой пролью. И надеюсь, что все будет хорошо. Он у меня всего лишь апрель, май, полтора месяца. Полтора месяца. Вот за полтора месяца, в принципе, не было каких-то нюансов. Единственное, что вот немножко изменился вид бульб старых, видите. Наверное, он забирает питание. И больше появилось, вот, мне кажется, малышни вот этой. Там было пару растущих бульб, но мне кажется, что развиваются новые бульбочки. Так что вот такой вот линдли. Я здесь аккуратно старалась его снять с блока. Вот этот корень, видите, он немножко поврежден из-за того, что я его вытаскивала с этой решетки. Кстати, его бирочка, надо ее сейчас переставить и оставить в горшочке. В принципе, вот на этих блоках тоже неплохо выращивать, но надо, наверное, добавлять больше мха, потому что корни начинают расти просто в воздух. Учитывая, что у нас летом вообще 20-30% влажности, ой, ребята, это несерьезно. Хотелось его прям положить плашмя, но мне кажется, это не вариант. Куда будут расти дальше бульбы, я не знаю. Будем смотреть, что делать с ним дальше. Пока вот так над субстратом, можно сказать, его зафиксировала. Видите, он по блоку рос наверх. Ну, а с другой стороны, может быть, это и хорошо для этих бульб верхних. Они не будут погружены полностью в субстрат и будут так на воздухе себя неплохо чувствовать. В общем, ребят, вот такая вот история с моим линдли сегодня. Неожиданно, нежданно, негаданно пришлось его пересадить. Правильно я сделала или нет, я не знаю. Чисто на интуиции. Чисто на интуиции. Надеюсь, что вот эта кора голтованная, здесь она разной фракции, она послужит ему хорошим субстратом, как бы хорошим подспорьем. Здесь у него остался мох в корнях, там его невозможно распутать, этот мох. Я так и оставила. Я говорю, часть корней плохих я срезала,
часть осталась, но вот меня радует, что есть новый корневой рост. Все, друзья мои, всех обнимаю. Очень надеюсь, что он у меня останется в хорошем состоянии, жив-здоров. И когда-то, как и фармари дендробиум, дендробиум линдли порадует меня своим красивым, ярким, солнечным цветением. Так, ребята, у нас очередной полив. Вот так вот и поливаемся. Вот так вот. Ой, уже ничего не осталось. В общем, наливаю вот так сверху, смачиваю этот ком и проливаю вот так горшочек. Оставляю немножко водички. Эта бульба вот так на поверхности лежит. Немножечко вот так вот он стоит там. Ну, как-то так. Как-то так выкручиваемся. Вот малыши растут. Вот они. Малыши и малыши. Корешки у малышей появляются, туда вглубь уходят. Некоторые корни позасыхали. Вот этот засох. Ну, есть и растущие кончики. Вот видите. В общем, не знаю, что из этого получится. Напишите свои варианты. Но блок не вариант, потому что когда у нас жарко, у нас очень жарко. У нас просто это надо 2 раза в день бегать, его замачивать. И вот эти новые корни, которые в воздух растут, они просто жалко их. Они просто превратятся в такие, знаете, сухие, безжизненные вот такие проволочки. Не знаю. Вот так смачиваю кору. Там какие-то элементы корней старых смачиваются. Я немножко держу, так минут 10-15, чтобы постоял. В общем, не знаю, это мое ноу-хау. Так, а что здесь? Новые корешки, или что там такое виднеется? Беленький веломен домашний. Не знаю, друзья мои, не знаю. Вот такой вот красавчик. Ну, горшочек удобный. Вот сейчас он постоит, кора наберет воды, и я вылью и все. Поставлю его на его же место. В общем, как-то так. Смотрите, я нашла здесь не то новый рост, не то, не знаю, что это. Видите, такое под бульбой новый такой бордовый ростик. Наверное, новая бульба растет, мне так кажется. Интересно. Я тут просто за ним наблюдаю, шпионю. Где, что здесь у него? Вот тут новый корешок, вижу, вышел. Очень интересно посмотреть, что он тут мне предложит. Ну, смотрите, девочки, ну вот видите, точно новый рост. Ну, я думаю, что новый. Надеюсь, что этот рост уже сформировался и начал расти уже в моей новой посадке авторской. Так что всех обнимаю, не унываю. Надеюсь, что все будет хорошо. Здесь новые бульбочки. Вообще красота. Посмотрите, какая прям полянка с новыми бульбочками. Прелесть. Прелесть. И вот там что-то, какой-то рост новый. Да, вот там вдалеке вижу новый ростик. Но он зеленый, а тут какой-то бордовый. Непонятно. Вообще классную деленку я выбрала на выставке. Надеюсь, не угроблю. Так что пожелайте мне удачи и всем обнимашки и хорошего вечера.